Всем привет! Меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из системы AI MyLogic в Gmail. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные про обращение клиентов из системы AI MyLogic в другие системы. Например, в Gmail вести учет новых обращений клиентов удобно обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных AI MyLogic. Теперь необходимо указать действие «Получить данные». На этом этапе необходимо создать виртуальный аккаунт AI MyLogic в системе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название, если в этом есть необходимость, или просто кликаем «Сохранить». Когда сохраненный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и продолжаем настройку. Скопируйте ссылку в поле URL для приема данных и перейдите в личный кабинет AI MyLogic. Далее необходимо перейти в раздел «Настройки». Теперь необходимо вставить скопированную ранее ссылку в поля вашего веб-хука и вашего тестового веб-хука. После этого необходимо сгенерировать тестовые данные через систему AI MyLogic, в данном случае путем общения с ботом. В настройках вашего бота необходимо отметить молнии, по каким блокам необходимо передавать данные по веб-хук. После этого тестируем бота. После того, как вы сгенерировали тестовые данные, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Gmail. Теперь необходимо указать действие «Отправить письмо». Далее необходимо подключить ваш аккаунт Gmail к системе Apex Drive. Дайте свое разрешение Apex Drive на работу с этим аккаунтом. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и продолжаем настройку. Заполните поля переменными, которые находятся в выпадающем списке. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, необходимо нажать Enter. Когда все необходимые данные назначены, кликаем «Продолжить». На этом этапе мы видим тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Gmail». Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку.
На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!